Сейчас я покажу вам интерьер, которым заказчица просила совместить классические и современные элементы и добавить туда как можно больше темных оттенков. И мы с Котейкой готовы показать вам, что из этого получилось. Хочу вам рассказать про квартиру-пример, на которую смело могут равняться другие квартиры. Это новостройка в клубном доме. Тут 70 метров, но при этом аж 6 окон. Хоть квартира не свободной планировки, потому что свободных планировок в принципе не существует, всегда надо учитывать мокрые зоны, которые заранее определены в жилых квартирах. Внутри нет несущих стен, и если знать правила, то рабочих концепций планировок из этой квартиры может получиться великое множество. Если вы уже проходили мой обучающий курс по погружению в дизайн и по подготовке к ремонту, то в этом проекте вы можете узнать наше учебное пространство. На нескольких потоках я давала видоизмененную версию именно этой квартиры, чтобы курсовчане потренировали воображение с переносом кухни в другие помещения, для чего это пространство подходит как нельзя лучше. Заказчики этого проекта остановили свой выбор на таком планировочном решении, где есть объединенная кухня-гостиная, небольшой кабинет, это будущее детское, 2 санузла и спальня хозяев. Коридор как будто бы выносит гостей на обеденный стол и торжественную люстру, которая повешена по центральной оси не случайно, а как раз для того, чтобы производить праздничное впечатление и давать чувство продуманности и упорядоченности. Заказчица в этом проекте меня удивляла тем, что на контрасте с другими заказчиками просила больше темных оттенков. Обычно люди хотят больше светленького, но тут была обратная ситуация и получилось очень уютно. Вообще темные цвета интерьера очень расслабляюще влияют на психику. Чтобы почувствовать это, в них надо пожить, попробовать, хотя бы в отеле. Шторы, рисунок молдингов и расцветка кухни повторяют объединенные общей цветовой идеей разделения, а диван как будто бы утопает в темно-серой нижней полосе. На кухне есть очень удобный смеситель с терморегулятором, которым можно управлять даже с грязными руками и не испачкать. А под раковиной есть диспоузер. Серый цвет и золото – одно из моих самых любимых сочетаний, которое смотрится очень выигрышно. На стенах классические молдинги, которые разбавляются золотыми резными багетами с картинами классических сюжетов. Именно эти картины заказчица просила вписать в свой будущий дом еще до того, как я приступила к разработке этого проекта. Что интересно, когда я выложила фотографию этого интерьера в Инстаграме, кто-то возмутился, что картины разного размера и багеты разной резьбы. Если сейчас у вас тоже возник такой немой вопрос, и вы уже начали писать комментарии под видео на эту тему, замрите и послушайте. Интерьер здесь соблюдает первый приоритет заказчицы – любовь к искусству. Все эти картины она очень любит, и багеты подбирала индивидуально к каждой картине, либо приобретала уже с багетом. В этом случае интерьер следует за любовью заказчицы к картинам, а не наоборот. Двигаясь в обратную сторону, по той же оси, что выводило нас на красивую люстру, мы встречаемся с ростовым зеркалом, которое прячет в себе гладильную доску. Вокруг шкафы и хранение одежды. Все это тоже продумывалось заранее. Двигаясь дальше, попадаем в небольшой кабинетик, который временно оккупировал супруг заказчицы. Мне чувствуется, что мужчинам нужны такие домики, где они могут побыть одни, даже больше, чем женщинам. С интерьерной точки зрения здесь выделяется шкаф, соединяющий в себе и плоские современные, и классические фасады, а еще очень приятный цвет стен. Между кабинетом и спальней небольшой коридорчик со встроенной консолью, где очень красивые латунные ручки. Спальня хозяев очень спокойная, с преобладанием серых оттенков. За изголовьем кровати в молдингах фреска. Очень красивая люстра и кот. Безумно красивый абиссинский кот, украшающий всю эту квартиру своим задорным нравом. Рядом со спальней санузел, который чаще всего используется хозяйкой. Под узор на плитке я подобрала зеркало и вокруг него расположила 2 бра, чтобы красиво подсвечивать лицо. Рядом с унитазом находится шкаф, который таит в себе невиданные косметические сокровища, потому что хозяйка квартиры – врач-косметолог, и стиральную машинку.
Стыки напольных покрытий оформлены через латунные вставки в санузлах или через пробковый компенсатор в зонах, где они стыкуются с паркетом. Вы же любите стыки? Вот, эти кадры специально для вас. Еще один санузел с душевой чаще использует супруг заказчицы или гости, которые сюда в связи с новосельем часто приходят. Заказчица говорит, что ей тут очень спокойно и хорошо после ремонта и не хочется ничего захламлять, поэтому большинство полок и шкафов полупустые, хотя они переехали сюда почти полгода назад. Очень часто кажется, что мы прожить не можем без своих пожитков, а переезжая, берем с собой лишь необходимый минимум, и тогда успокаиваемся в этой тишине незабитых полок и незахламленных шкафов. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в этом интерьере, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. На этом все, всем дизайн!